И в этом видео спешу вам похвастаться своими удачными, недорогими покупками. Это 3 винтажных, настоящих винтажных предмета. Дешево купила. И еще купила недорогой кувшин. Ну, уже такой старенький. Покажу мастер-класс по переделке доступными материалами. И раскрою секрет приготовления грунтовки. А так как по дороге я еще купила обалденных белых грибов, то сразу решила еще добавить второй мастер-класс в одно видео. Буду украшать досточку грибами и тоже поделюсь секретами. Итак, поехали! Спешу с вами поделиться такой интересной новостью. Я сегодня была в магазине и зашла на рынок. Ну и, естественно, заглянула в тот отдел, где подержанными вещами, ну, блошиный рынок. И купила, ну, я думаю, очень удачные такие покупки. Я в сумке их несу, приду домой, я разверну. 3 винтажных вещи. Это шкатулка, я вам покажу, какой там год, там даже подписано. Потом еще подсвечник деревянный и тарелочка. Еще купила одну чудную вещь, она не винтажная, ну, я думаю, ее переделают. А у нас тут костел ремонтируют. Такой вид, посмотрите, очень старый костел. Сейчас я вам ближе покажу. Вот такая у нас идет реставрация фасада костела. Очень старый костел. Ну, сейчас я спешу домой, разберу сумки и покажу вам, что у меня есть новенького. Будет очень интересно, особенно что касается шкатулки. Ну, моя страсть, вы же понимаете, чтобы все переделать. Но тут я уже под сомнением. Может, я ее просто реставрирую, немножко приведу в порядок и так оставлю. Но будем думать. Сейчас прибегу домой и все вам покажу. Еще я иду по дороге и тут встретила овощной магазин. А там продают грибы. Сейчас я вам поближе грибы покажу. Вау, а тут грибы. Ну, так осень. Не, надо купить. Сейчас куплю хотя бы парочку. Классно. Гриб. Ну что, прибежала? Я уже прибежала, начинаю хвастаться. Начну со шкатулки. Шкатулка, конечно. Это не шкатулка, а клад. На ней написано 1969 год. И надпись есть, но она, по-моему, на немецком языке. Я, честно говоря, немецкого не знаю. Позже попробую перевести. В середине все целое, такая деревянная. Но крышка видно, что это из фанеры, деревянная фанера. Не знаю, из какого дерева фанера. Может, береза, может, что-то другое. Я слышала, что вещи считаются винтажными, которым 30 лет и более. А если вещь имеет возраст, если можно так выразиться, больше 50 лет, тогда это уже антиквариат. И поскольку тут написано 1969 год, а у нас сейчас 2024, это получается ей 55. Шкатулке 55 лет. Это же антиквариат. И тут у меня такие сомнения. Я-то люблю все перекрашивать, переделывать. Есть такие вещи, которые, ну, действительно, мне не жалко. Я ее легко перекрасила, переделала. А эту вещь, ну, почему-то так сразу я не решаюсь ее прям переделывать. Такой вот рисунок в середине. И что интересно, что цена у него, вы не поверите, 5 злотых. 5 злотых, ну пусть это $1,5. Я когда спросила у продавца, сколько стоит, он мне назвал цену, я сначала не поверила. А потом подумала, я еще раз спросила, он сказал 5 злотых. Я, естественно, купила и скорее уходить, чтобы не передумал. Вот такая. Поэтому я решила, я пока подумаю, по-любому я ее для начала, возможно, приведу в порядок, но потом уже буду решать, стоит ли ее кардинально менять. Итак, идем дальше. Следующий у меня такая покупка
Это деревянный подсвечник. Он старый. Подсвечник красивый, деревянный. Дерево, ну, я думаю, это похоже на дерево орех. Оно такое светлое и довольно-таки твердое, плотное. Но тут, к сожалению, подпаленный есть участок, подгоревший. Похоже, быстрее всего, конечно же, от свечки. И я еще не знаю, буду ли я его рисунками какими-то украшать, но для начала я его как бы надо реставрировать, если можно так выразиться. И в ближайшее видео я покажу, как я его реставрирую. Вот эти следы погоревшего уберу. И надо сделать, чтобы он был как новенький. И следующее у меня это будет такая тарелочка. Оно вроде бы по размеру как блюдечко, но оно глубокое. И диаметр где-то 15 сантиметров. И чем мне понравилась форма такая, что вроде бы как блюдечко, но глубокое. И вроде бы простое. Что в нем особенно? Вот понравилось оно мне. И тем более, может быть, что и цена у него такая дешевая. Но это получается, он стоит всего 2 злотых. Это примерно, ну, $0,5, чуть больше, меньше $1, если перевести. И завод здесь написано Бавария. Здесь такой знак стоит немецкого завода Бавария. И клеймо, я специально поинтересовалась в интернете, что с этим клеймом в заводе выпускались такие посуды, такая тарелка. Это 1903 год и до 1945 года. Так что ей тоже уже больше 50 лет. И я уже тоже могу смело назвать ее антиквариатом. Но с ней ничего переделывать не буду. Я ей буду просто пользоваться. Ну и еще одна вещь, которую я собираюсь сегодня, я так думаю, ее под переделку. Это такой милый кувшинчик, милый молочник. Я не думаю, что он винтажный, что он очень старый, но мне понравилась его форма. Здесь такая милая коробка нарисована. Он немножко надбитый. Здесь есть такие сколы. Он сделан из керамики, керамический. Я его перекрашу. Сегодня покажу, как я его буду переделывать. Ну вот, все достала, все показала. Но я же по дороге еще купила грибы. Вот они, грибочки. Грибы, правдивки, что в переводе с польского это белый гриб. Не, ну красавцы. Вот какие. Красота. Гриб белый. Ну и поначалу у меня была задумка переделать, преобразить только одну старую, не новую вещь, уже со сколами, глиняный такой молочник. Ну и поскольку я по дороге еще купила грибы, они мне так вдохновили на творчество, я их еще не ела, но уже вдохновили. Поэтому я решила взять свою старую досточку разделочную кухонную. Я ее купила давно, но если так, чтобы быть точно, то года 3 назад. И каждый день по несколько раз я ею пользовалась. И я ее украшу рисунками грибов. У меня где-то должна быть такая интересная салфетка. Я поищу и что-нибудь красивое сюда сделаю. А вот и моя коробка с салфетками. Но это, конечно, не все. Это тут у меня собраны тема кухни. Продукты кухни. Я их обычно храню по коробкам, по темам, чтобы мне было быстрее найти. И где-то же у меня были грибы. Конечно, разные. Она здесь. Нашла. Я думала, в этой куче вот грибочки. Ну, красота. Можно примерить. С этой стороны тоже грибы, но это не такие, как мне нужны. Вот эти больше подойдут. И на молочник я возьму тоже 2 красивые салфетки. У меня здесь есть салфетка, тоже такой стиль, деревенский стиль, с коровками. Есть 2, но они, конечно, великоватые. Это на бидончик, например, можно сделать. А на кувшинчик, на небольшой молочник, здесь есть одна такая коровка. И
Еще я возьму салфетку с розами для этого молочника. Такие красивые розы. И сейчас я буду это совмещать, эти розы и эту корову. Скажем, такое не очень как бы с первого взгляда совместимое. Так что будет интересно, смотрите до конца, как я буду это делать, и в конце уже будет результат. Ну и для начала мне надо будет на досточку и на кувшинчик, на молочник нанести грунт. На досточку я нанесу обычный клей ПВА густой, не разбавленный. То если досточка уже была в употреблении. И для начала хочу сказать такой нюанс, что если ваша досточка уже была в употреблении на кухне, то она, возможно, имеет следы жира. Поэтому очень важно, перед тем, как ее красить или наносить какой-либо декор, ее надо очень хорошо обезжирить. Если на ней останутся следы жира, то краска плохо ляжет на основу. А на молочник же я нанесу специальный грунт, который я делаю сама недорого. Ну и сейчас я вам покажу, как я делаю такой грунт. Для приготовления грунта я беру примерно в равных частях клей ПВА, акриловую шпаклевку и акриловую краску. Краска может быть любого цвета, какого у вас много и не жалко. Тщательно это надо перемешать и можно наносить на основу. И таким грунтом я пользуюсь для керамики, для стекла, для дерева, а также можно для МДФ и для ДСП. Так, грунт уже подсох, и здесь на кувшине есть небольшой скол, такой по краешку, и также рисунок здесь выдавленный, то есть не гладкая поверхность. Я с помощью акриловой шпаклевки зашпаклюю этот рисунок, и также этот скол тоже зашпаклюю. Ну и очень важно, чтобы шпаклевка на молочнике хорошо высохла, поэтому я не буду с ним спешить и оставлю его, чтобы все тщательно просохло. А сама займусь досточкой. На досточку я поверх грунта нанесу белую акриловую краску и приклею салфетку. Ну и салфетка высохла. Теперь край салфетки можно зашлифовать мелкой наждачной бумагой. Ну а сейчас я сделаю дорисовку фона. Для этого мне понадобятся акриловые краски. Я возьму светло-бежевый цвет и коричневый цвет.
Потом я еще добавила краски и белой, и зеленой, и песочной, всего понемногу. И получился на досточке такой интересный фон. Ну так красиво. Но мы еще добавим один эффект. Буду делать брызги. Возьму для этого жесткую щетку. И те краски, которые у меня есть, добавлю воды, чтобы она была немного пореже. И побрызгаю на досточку. Так, главное не забрызгать всю кухню. Нет, так можно забрызгать печку. Попробуем так. Вот, я думаю, достаточно. Красота неописуемая. Осталось досточку покрыть лаком. И чтобы такой досточкой можно было пользоваться, ее надо покрыть лаком несколько раз. Хочу вам сказать из опыта, что у меня уже было много досточек, которые я сама делала и потом пользовалась. Вот, например, как эта. Вот такая досточка. Она у меня уже год в использовании. Я делала тут такие осенний декупаж еще год назад. И пользуюсь ей, ничего и нету. Главное, конечно, чтобы она долго не намокала, долго не лежала в воде. Ее промыть, сполоснуть, вытереть желательно насухо и поставить на просушку. И будут такие доски вам служить не один год. И вот из старой кухонной досточки вышла такая красота. Ну, досточка с грибами уже готова. И мое видео получилось таким большим, что я мастер-класс по декупажу старого кувшина перенесу в следующее видео. А вам спасибо, что вы здесь. И спасибо за подписку на мой канал. И увидимся в следующем видео.